Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, от чего у собак бывает диабет, насколько сложно его контролировать и как его не допустить. Слово «диабет» знакомо каждому человеку. Все знают, что у людей это очень серьезное заболевание, которое в дальнейшем приводит к очень серьезным, я бы сказал, ужасным осложнениям. Диабет у собак теперь тоже на слуху и тоже становится известным. И если раньше диабет возникал у собак старше 8 лет, то сейчас собачий диабет значительно помолодел и может встречаться даже у собак 4-летнего возраста. Хотя чаще всего диабет встречается у собак 7-10-летнего возраста. Диабет – это нарушение обмена веществ, при котором нарушается уровень сахара в крови. Почему возникает это нарушение? Для того, чтобы организм мог перерабатывать питательные вещества в энергию, нужны две вещи – глюкоза и инсулин. Глюкоза – это топливо для организма. Организм получает глюкозу, когда расщепляет питательные вещества. Все это происходит в желудочно-кишечном тракте. Из желудочно-кишечного тракта глюкоза попадает в кровь. И кровь разносит глюкозу по всему телу, клеткам, которые будут ее дальше всасывать. Так вот, для того, чтобы глюкоза попала в клетки, необходим инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Инсулин сообщает клеткам, чтобы они поглощали глюкозу. Инсулин – это гормон, который отвечает за то, чтобы глюкоза попадала в клетки и органы. Инсулин – это своего рода ключ, который открывает канал для глюкозы. Через этот канал глюкоза попадает в клетку и питает ее. Если связь между инсулином и глюкозой нарушается, то тогда и возникает диабет. У собак встречается два вида диабета. Это когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина. Этот вид диабета у собак бывает чаще всего. И второй тип диабета, когда организм вырабатывает какое-то количество инсулина, но организм его не воспринимает. То есть клетки, несмотря на сообщение инсулина, что надо впитывать глюкозу, не впитывают ее из крови. С таким видом диабета сталкиваются собаки более старшего возраста и собаки, страдающие ожирением. Повышенное количество глюкозы в крови отравляет организм, страдают почки, сердце, глаза, нервная система. На фоне прогрессирующего заболевания у собаки могут формироваться сердечная и почечная недостаточность, цирроз печени, слепота. Таким образом, можно говорить о том, что если не заниматься лечением, то диабет ударит по всем органам и системам организма, что неминуемо приведет к смертельному исходу. Хотя таких страшных осложнений, как у человека, у собак не бывает. Может быть и были бы, но у собак они не развиваются, потому что жизнь собаки намного короче, чем жизнь человека. И еще момент. Собаки повышенный сахар переносят намного лучше, чем человек. Диабет у собак можно обнаружить по некоторым ранним симптомам. У собак наблюдается жажда. Собака пьет гораздо больше, чем обычно, потому что организм пытается вывести глюкозу с помощью воды. Понятно, поскольку собака пьет больше, то у нее наблюдается частое мочеиспускание. Такие собаки чаще просятся на улицу. У собаки увеличивается аппетит из-за того, что клетки не получают глюкозу. Организм как бы дает сигнал питомцу, что надо поесть, не хватает питательных веществ. На более поздних стадиях симптомы становятся еще более очевидными. Появляется слабость, вялость, нежелание гулять и играть. Иногда появляется тошнота и рвота. Чтобы определить, есть ли у собаки диабет, надо сдать кровь на анализ. Это очень просто сейчас. Чем раньше диабет будет диагностирован, тем легче его будет контролировать. Если диабет не контролировать, то это может привести, как я уже сказал, к очень серьезным проблемам со здоровьем у собаки. Это и увеличение печени, и инфекции мочевыводящих путей, и почечная недостаточность. У старых собак очень характерным последствием диабета есть возникновение катаракты, что приводит к диабету. Везде на первое место ставят возраст, что диабетом болеют собаки среднего и преклонного возраста. Как бы и все правильно. Но я бы сформулировал это несколько по-другому. Что чаще всего диабет у собак возникает, когда нарушается работа поджелудочной железы. К этому ведут всевозможные панкреатиты. У более чем 70% собак есть панкреатиты. Это данные посмертной диагностики. А при жизни диагноз на панкреатит ставится только у 10-15% собак. О панкреатитах собак есть видео на нашем канале. Так вот, там сказано, что основная причина панкреатитов – это неправильное питание.
Кормление собак высокоуглеводистыми кормами и неадекватными кормами практически всегда приводит к панкреатитам. Второе, что приводит к диабету, это ожирение. При ожирении организм перестает активно реагировать на инсулин. Кстати, при ожирении из-за лишнего веса может воспалиться и поджелудочная железа. И получается вот такой двойной удар. В результате ожирения организм не усваивает глюкозу, а при возникновении панкреатита поджелудочная железа вырабатывает его мало. А что приводит к ожирению? Да, правильно, высокоуглеводная еда, да еще и при отсутствии достаточных физических нагрузок. Вот вам и основные причины диабета. Поэтому возраст возрастом, но правильное питание – это самая лучшая стратегия защиты собаки от возникновения диабета. И если у собаки возник диабет, то его контроль состоит из 3 пунктов. Это инсулинотерапия, диета и двигательные нагрузки. При помощи инсулина можно успешно контролировать диабет у собаки, хотя это и доставляет много хлопот для владельца. Поэтому надо понимать, из-за чего возникает диабет, и делать все, чтобы его не допускать. А основные причины – это неправильное питание и недостаточность нагрузок. Причем я считаю, что неправильное питание имеет ведущее значение. Да, причиной возникновения диабета можно также отнести и изменение гормонального фона во время беременности, течки, вследствие приема медикаментов, но все равно это вторично. Первично – это неправильное кормление рационом, в котором преобладают углеводы, а также много белка растительного происхождения. Рацион собаки должен состоять хотя бы из 50-60% мяса. Будет 70% и того лучше. При таком рационе собака будет получать много качественного животного белка и очень маленькое количество углеводов. Чем меньше углеводов будет потреблять собака, тем меньше инсулина ей нужно, чтобы регулировать количество сахара в крови. Кроме того, в сбалансированном натуральном рационе содержатся важные микроэлементы, например, ванадий и хром. Эти микроэлементы полезны для поджелудочной железы. Они помогают поджелудочной железе вырабатывать больше инсулина. Благодаря этому со временем уменьшается доза инсулина, который нужно вкалывать. Также можно использовать и стандартизированные сухие промышленные диеты для контроля диабета. Какую диету выбрать, натуральную или промышленную, то это уже по усмотрению владельца и рекомендации ветеринарного врача. Это так, кратко, что касается кормления собаки при диабете. Думаю, что о диете при диабете целесообразно сделать отдельное видео. Ну а пока, вот, пожалуй, и все о причинах возникновения диабета у собак, о его контроле и основных подходах к кормлению. Кстати, если диабет возник, то тоже не стоит его пугаться. Сейчас его можно успешно контролировать. И если все делать правильно, то собака будет жить долго и счастливо. Но по-любому это создает массу неприятностей. Я бы сказал, неудобств для владельца собаки. Это забирает время и деньги. Хотя, если соблюдать все меры профилактики, то диабета можно избежать. Ну, если не совсем, то диабет у собаки может возникнуть в достаточно зрелом возрасте, а не в 4-5 лет. Ну вот теперь, пожалуй, все. Берегите своих собак, кормите их правильно, и никакие диабеты им не будут страшны. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!